Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. 66 миллионов лет назад Земля была планетой, которую мы бы с трудом узнали, хотя она и казалась странно знакомой. Это был мир, достигший климатического пика. Настоящий тропический рай. От экватора до высоких широт простирались густые, влажные леса. Ледяных шапок на полюсах практически не существовало. Уровень моря был значительно выше, создавая обширные мелководные моря, кишащие жизнью. В этом теплом, насыщенном кислородом мире безраздельно правили динозавры. Они были вершиной биологической инженерии того времени. Гигантские зауроподы, чьи шаги сотрясали землю, мирно ощипывали верхушки хвойных деревьев, в то время как грозные тираннозавры патрулировали свои территории. Экосистема казалась незыблемой, вечной машиной, работающей с идеальной точностью. Однако этому миру было суждено пережить одно из самых драматичных событий в истории жизни – мелпалеогеновое вымирание. Это событие стало границей, разделившей геологическую летопись на «до» и «после». Статистика этой трагедии поражает воображение. Даже спустя миллионы лет с лица Земли исчезла 1/5 всех живых существ. Океаны, бывшие колыбелью жизни, потеряли 16% своих семейств, а суша – 18% позвоночных видов. Долгое время причины этого катаклизма оставались предметом жарких споров. История понимания вымирания – это сама по себе драма человеческой мысли. В начале XVIII века французский натуралист Жорж Кювье, изучая слои Парижского бассейна, выдвинул революционную для своего времени идею – виды могут вымирать. До него считалось, что божественное творение совершенно, и ни один вид не может исчезнуть. Кювье же доказал, что Земля переживала катастрофы, полностью менявшие ее облик. Позже Чарльз Дарвин предложил иную концепцию. В его теории эволюции изменения происходят медленно, путем естественного отбора. Вымирание для дарвинистов было процессом постепенным. Виды исчезали, проигрывая в конкурентной борьбе, уступая место более приспособленным. Спор между катастрофистами, последователями Кювье, и градуалистами, последователями Дарвина, длился более века. В этот спор вплелась и так называемая гипотеза Черной королевы, названная в честь персонажа Льюиса Кэрролла, которая гласила: «Виду необходимо постоянно эволюционировать и бежать со всех ног только для того, чтобы оставаться на месте, так как сама окружающая среда и конкуренты постоянно меняются. Если вид останавливается в развитии, он исчезает. Но ни медленная эволюция, ни обычная конкуренция не могли объяснить внезапность исчезновения динозавров. Ответ лежал не в биологии, а в геологии и космосе. В конце 1970-х годов физик Луис Альварес и его сын, геолог Уолтер Альварес, совершили открытие в ущелье Губбио в Италии. В слое глины, разделяющем меловой и палеогеновый периоды, они обнаружили аномально высокое содержание иридия, редкого металла, который на Земле почти не встречается, но в изобилии присутствует в астероидах. Это было вещественное доказательство. Убийца пришел с небес. Переломный момент в научном сообществе наступил в 1981 году на крупной геологической конференции. Именно там гипотеза Альваресов получила широкое признание. Доказательства накапливались. Кратер Чикшулуп у побережья Мексики идеально подходил
по времени и размеру. Представьте себе тот роковой день. Астероид диаметром около 10 километров врезался в Землю на скорости, превышающей скорость пули в десятки раз. Энергия удара была чудовищной. В миллионы раз мощнее самых страшных ядерных бомб, созданных человеком. Последствия были мгновенными и апокалиптическими. Цунами, гигантские волны высотой в сотни метров прокатились по океанам, смывая прибрежные экосистемы в глубину материков. 2. Огненный шторм. Раскаленные обломки породы, выброшенные в космос, вернулись обратно в атмосферу, нагревая воздух до температур духовки. Леса по всей планете вспыхнули одновременно. 3. Вулканическая активность. Ударная волна прошла сквозь земную кору, провоцируя землетрясения и новое извержение вулканов. Но самым страшным последствием стало то, что наступило позже. Пыль, сажа от пожаров и испарившаяся порода окутали планету плотным саваном. Солнечный свет не мог пробиться к поверхности. Наступила долгая ночь, за которой последовали кислотные дожди. Первыми жертвами тьмы стал фитопланктон в океанах. Без солнечного света фотосинтез прекратился. Основание пищевой пирамиды рухнуло, увлекая за собой всех остальных. Зоопланктон, питавшийся водорослями, вымер. Следом погибли мелкие рыбы, аммониты и морские рептилии. Морские экосистемы, процветавшие миллионы лет, превратились в подводные пустыни. На суше сценарий был еще более драматичным. Климатические изменения, начавшиеся еще до астероида, уже стимулировали развитие наземных видов, заставляя их адаптироваться. Но к такому резкому скачку никто не был готов. Гибель растительности. Без света растения увяли. Леса превратились в кладбища сухих стволов. Конец травоядных. Гигантские динозавры, которым требовались сотни килограммов корма ежедневно, столкнулись с абсолютным голодом. Трицератопсы, гадрозавры, зауроподы – все они исчезли в кратчайшие сроки. Крах хищников, тираннозавры и другие крупные тероподы, лишившись добычи, начали поедать падаль. Но и этот ресурс быстро иссяк. Почему же вымерли именно динозавры? Согласно одной из теорий, многие тероподы, хищные динозавры, были уязвимы из-за особенностей физиологии. Они не имели теплых перьевых покровов или имели их недостаточно для защиты от наступившего холода и, возможно, не обладали полноценной теплокровностью в том смысле, в каком ею обладают современные птицы. Отсутствие крыльев не позволяло им мигрировать на большие расстояния в поисках убежища. Планета стала холодной, темной и враждебной. Крупные размеры, бывшие преимуществом миллионы лет, стали смертным приговором. Однако жизнь не исчезла полностью. В тени умирающих гигантов скрывались те, кто смог пережить апокалипсис. Птицы и млекопитающие. Они выжили не потому, что были сильнее, а потому, что были меньше и неприхотливее. Птицы. Прямые потомки динозавров, они обладали ключевыми преимуществами – полетом и малыми размерами. Способность летать позволяла искать редкие очаги пищи, а теплокровность и перья защищали от ядерной зимы. Млекопитающие. Наши далекие предки в то время были похожи на землероек и крыс. Их спасением стал образ жизни. Они жили в норах, укрываясь от огня и холода под землей. Они были всеядными падальщиками и насекомоядными, способными питаться тем, чем брезговали динозавры – корнями, личинками, разлагающейся органикой. В первые годы после удара эти выжившие чувствовали себя не лучше погибших динозавров. Это была жизнь на грани, постоянная борьба с холодом и голодом в мире, покрытом пеплом. Но они выстояли. Прошли годы, возможно, десятилетия. Пыль,
осела. Солнце снова коснулось поверхности Земли. Планета начала медленный процесс исцеления. Первым признаком возрождения стала растительность. Семена и споры, пролежавшие в почве годы, начали прорастать. Эффект папоротника, так палеонтологи называют период сразу после катастроф, когда неприхотливые папоротники первыми колонизируют пустую землю. Вслед за ними начали восстанавливаться леса. С возвращением растений открылись пустующие экологические ниши. Мир был пуст, и природа не терпит пустоты. 3 группы организмов вышли на авансцену истории, чтобы добиться невероятного успеха. Костистые рыбы заселили океаны и реки. Выжившие динозавры, птицы, захватили небо. Млекопитающие вышли из своих нор, чтобы наследовать землю. Исчезновение динозавров стало золотым билетом для млекопитающих. Больше не было гигантских хищников, загоняющих их под землю. Начался взрывной эволюционный рост. За считанные миллионы лет, мгновения по геологическим меркам, млекопитающие преобразились. Из мелких норных существ они превратились в гигантов, пловцов, бегунов и летунов. Увеличились размеры тела, появились специализированные виды. От гигантских китов в океанах до приматов на деревьях. Это разнообразие, которое мы видим сегодня. Прямой результат того, что 66 миллионов лет назад астероид освободил дорогу нашим предкам. Млекопитающие — это мы с вами. Вся история человечества стала возможной только благодаря тому космическому случаю. Птицы также не упустили свой шанс. Сегодня их насчитывается более 10 тысяч видов, больше, чем млекопитающих. Они заняли все возможные ниши. От пингвинов в ледяных пустынях до колибри в тропиках, от страусов в саваннах до орлов в высоких горах. Они — живое напоминание о том, что динозавры не исчезли бесследно. Каждый раз, глядя на воробья или курицу, мы видим эволюционных потомков велоцирапторов и тираннозавров, адаптировавшихся к новому миру. Спустя миллион лет после катастрофы Земля была снова полна жизни. Но это был уже совсем другой мир. Эра рептилий закончилась, наступила кайнозойская эра новой жизни.